Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня я вам хочу показать, как и из чего сделать конусы вот для таких елочек. Я использую старые коробки, в которых обычно продаются елочные игрушки, и их выбрасывают. А так можно делать вот таких конусов, сложить их в один в другой, и удобно хранить, мало места, и, конечно, всегда пригодятся. А сейчас приступим. Многие скажут, не актуально, нам не надо, Новый год уже прошел. Но сегодня я не буду показывать, как делать елочки. Сегодня я хочу показать, как сделать основы под елочки. Вот такие конусы. Покажу, из чего их делать. Обычно материал этот выкидывают, но так как у меня он есть, хочу наделать этих конусов, и их будет очень удобно хранить. Вот так один в один. Так как сам материал, из которого я делаю, это вот такие вот коробки. В них обычно продают елочные игрушки, и эти коробки выкидывают. И я, чтобы не хранить их вот в таком виде, занимает много места, наделаю конусов, и рукодельницы меня поймут, они всегда пригодятся. И для работы мне понадобится сама коробка, ножик, ножницы, линейка и скотч. Лучше прозрачный. Вот у меня сама коробка, и чтобы ускорить работу, я по углам просто вот так на миллиметр отходя от угла все подрезаю, чтобы у меня были чистые вот эти панели. Вот по всем углам, здесь, и останется вот такие панели чистые. И вот у меня получаются вот такие листы. Вот здесь, где неровности и немного уголок как бы отходит, чтобы это мне не мешало, и я это удалю. Здесь можно слишком не стараться. Я просто беру железную линейку и вот так строительным ножом все выравниваю. Здесь уголок нормальный, здесь тоже. И можно оставить. Даже можно не удалять эту этикетку. Теперь я беру скотч. Обязательно его лучше заранее нарезать вот такие вот небольшие отрезки и подклею на край стола. Когда у вас будет елочка скручена, вам будет неудобно их нарезать, поэтому вот так заранее наделаем несколько вот таких отрезков. И сейчас я буду скручивать конус. И на кончике вот здесь конуса я оставляю небольшое отверстие. И чуть позже объясню для чего. Я беру лист и, ну, как вам удобнее, вот, придерживаю и скручиваю. В зависимости от того, как вы сильно скрутите, будет зависеть елка. Вот здесь диаметр больше у вас или меньше. Я не люблю слишком большой диаметр, поэтому вот примерно вот так. Здесь у меня получилось слишком большое отверстие, значит, еще раз убираю. И вот, как мне надо. Немножко на камеру неудобно, мало места, но ничего. Вот я скрутила свою елочку. Я держу елочку основания, и вот эти вот края теперь надо мне склеить. Если я отпущу ее, она сразу раскрутится. Поэтому вот так придерживая, беру и сразу подклеиваю скотчем. Главное вот эту внешнюю часть подклеить, иначе если мы ее отпустим, она раскрутится. Так как здесь все вот так вот сжато, вот все теперь держится. Теперь придерживаем вот этот уголок. Почему я люблю такие конусы делать? Именно вот из такого пластика. Они получаются крепкие и намного удобнее с ними работать. И теперь мне остается вот этот вот край подклеить. Подклеила вот сюда и сюда. Вот теперь уже можно подклеивать все остальное, когда здесь уже держится. Вот это основание внешнее обязательно надо подклеивать, чтобы все у нас держалось. И в зависимости от того, какой длины вы хотите елочку, подклеиваете до конца или не подклеиваете. Вот что примерно получается. Я еще добавлю несколько
немного скотча, чтобы все держалось намного стабильнее. Все у меня подклеено, стабильный конус. И теперь мне надо выровнять низ. Я просто беру ножницы и сначала вот на глаз подрезаю. Ну вот примерно вот так. И теперь вот так выставляю елочку. Вот видите, у меня уже практически держится все идеально. Главное, чтобы все это вот стабильно держалось. Но чуть-чуть все-таки вот здесь я понимаю, что надо подрезать. Так, еще чуть-чуть. Смотрю, где у меня неровность. Вот здесь. Чтобы елочка стабильно стояла. Конечно, низ можно заклеить, можно фоамиран, кусочек картона, но я пока оставляю так. И вот теперь, когда у меня конус стабильно стоит, не качается в разные стороны, теперь можно и подклеить чуть-чуть низ. Вот здесь мне еще чуть-чуть не нравится, я все-таки подрежу. И вот теперь все ровно и стабильно. Все у меня ровненько. И вот эти места, где у нас идут 2 или вот 3 вот эти вместе соединяются, лучше, конечно, подклеить. Я беру также кусочек скотча и вот подклеиваю. Никакой тяжести это не создает, но все-таки будет более стабильно. И вот у меня получается вот такой конус. Очень стабильный и крепкий для работы. Такие конусы можно делать разного размера. Если у вас остаются вот такие прямоугольные боковинки, из них я тоже делаю конусы. Вот я беру по широкой стороне и закручиваю. Из них получатся маленькие елочки. Немного сложнее их закручивать, так как они совсем маленькие, но все-таки все возможно. Вот я закрутила. Я обычно выбираю, чтобы у меня елочки были одинаковые все-таки. Так, вот у меня раскрутилось. Даже у меня не все с первого раза получается. Поэтому немного практики и все получится. Вот у меня скрутилось все. Также держу, придерживаю. Маленькие елочки труднее все это скручивать, но возможно. И теперь также склеиваю. Вот у меня заранее нарезанный скотч. Так, вот с этой стороны будет удобнее. Вот, и все подклеиваю. Вот у меня здесь вот идет вот этот разрез. Все, теперь уже держится. Беру следующий отрезок. И все подклеиваю. Немного приноровиться надо, и все у вас получится. Вот сейчас вот здесь. Вот. Какой идеальный, хорошенький конус. И теперь также разрезаю. Сейчас на маленькой елочке будет удобнее вам показать, вот как убирается вот эта неровность. Вот вы видите, елочка стоит криво и шатается. Вот я вижу, что здесь она неровная. Вот это все убираю и постепенно примеряю, смотрю, где у меня неровности. Вот, теперь все хорошо. И подклеиваю вот эти края. Немного приноровиться, и у вас все будет получаться очень быстро. Вот и маленький конус готов. Из одной коробки у меня вышло 6 конусов, и, как я уже говорила, вот их очень удобно хранить именно вот так. И, как вы видите, целая коробка, сколько места занимает и сколько занимают конусы. И сюда еще вместятся. И сейчас объясню, для чего я здесь оставляю небольшое отверстие. При работе, когда мы будем обрабатывать, это будет или ткань, или ленты, или вот как у меня в данном случае это вязальные нитки. Вот этот последний кончик очень удобно именно подсунуть его вот вовнутрь и заклеить. Так как рукодельницы, кто занимается этим, знают, что не всегда вот этот кончик, он держится хорошо. Надо его или чем-то прижать, чтобы он
он высох и хорошо держался. А так это вариант, просто мы подсовываем кончик туда, немного клея, и все хорошо держится. А на сегодня все. Надеюсь, моя идея кому-то пригодится. И в доме у вас будет больше места, вместо огромных коробочек. И на следующем уроке мы с вами будем делать вот такие вот елочки. Каждый комплект елочек у меня будет по 3 штуки. И будет одна большая, одна средняя и одна маленькая. И, конечно, в будущем покажу вам и остальной декор елочек. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.